Всем привет, друзья! Сегодня будет подкаст, интересный в первую очередь дизайнерам интерьера и всем, кто связан с этой деятельностью. Я с дизайнерами, с руководителями очень крутых студий дизайна интерьера в Петербурге встретился, чтобы обсудить довольно интересную тему. Это маркетинг в дизайне интерьера, кто наши заказчики, где найти заказчиков, как дизайн-студии продвигать свои услуги и есть ли вообще заказчики, которым не нужен дизайн, кто может справиться без нас? Ребята, давайте сначала представимся. Сергей Аскорбин, студия Валта, руководитель дизайн-студии. В общем, коротко о нас. Тоже стараемся вести YouTube, как вы, телеграм-каналы, инстаграмы. Думаю, что сегодня получится интересный диалог. Всем привет, меня зовут Влад, я, получается, отец, предприниматель и основатель дизайн-бюро Lines в городе Санкт-Петербург. Мы работаем уже 6 лет, работаем в сегменте Business Plus Premium. Спасибо большое, что пригласил. Надеюсь, что сегодня будем интересно беседовать. Ну и о себе, кто у нас впервые на канале. Меня зовут Сенчугов Александр, я соруководитель дизайн-студии Нечаев и Сенчугов. Мы занимаемся дизайном совместно, как студия, уже порядка 5 лет, ведем канал, на котором мы сейчас. И давайте уже, хватит представляться, погнали. Первая тема, сколько раз я был на всяких сборищах дизайнеров, лекциях, конференциях. У меня такое ощущение, что дизайнеры, начинающие, молодые или какие-то уже продвинутые, им вообще интересен только один вопрос. Где найти заказчиков? Такое ощущение, что им даже вообще не интересно ничего другого. То есть они могут тебя перебить, сказать: Саня, скажи уже наконец, где заказчика-то взять? Дальше я сам уже все справлюсь. Насколько это справедливая вообще тема? То есть, просто я скажу мое мнение, моя установка, что найти заказчика потенциального — это вообще самое легкое. Ничего себе. Да. Тогда сегодня ты, походу, будешь нам рассказывать, что нужно с этим делать. Но очень сложно именно, чтобы заказчик с тобой заинтересовался. То есть вокруг одни заказчики, но именно привлечь заказчика и потом еще удовлетворить его качественным проектом, мне кажется, это самое сложное. Наверное. Не знаю, но мне кажется, что как основная тема, знаешь, мы сейчас откроем отдельно архитектурное направление. В какой-то степени это история, в которой ты начинаешь новую движуху с нуля. И я понимаю, что сейчас, помимо того, что мы создаем новый какой-то продукт, просто первоочередная задача понять, про что этот будет продукт, для кого он, и вообще кто мы и для чего мы это делаем. То есть здесь уже подключается маркетоз, брендинг и, соответственно, продажа. Потому что, когда ты, условно, юный дизайнер, и у тебя нет ничего, ты учишься в университете, я на самом деле считаю, что это супер справедливо, что это основной вопрос. Потому что, ты опыт в течение жизни много еще будешь приобретать, но тебе нужно начать с кем-то взаимодействовать, тебе нужно начать что-то делать, поэтому я думаю, что это действительно важная и приоритетная тема, с которой нужно начинать, то есть откуда искать заказчика. А история про удержание, про борьбу и про конкуренцию — это, наверное, смежная с этим такая же важная штука. Мы сейчас тоже начинаем находиться в той стадии начинающего дизайнера, когда начинаем искать новых клиентов. И мы сейчас перешли, в том числе и на архитектуру, мы сейчас чуть-чуть так заигрываем с ней, у нас сейчас есть некоторые проекты по архитектуре, и коммерческие интерьеры. И например, по коммерческим интерьерам для людей, для клиента очень важно, чтобы у тебя уже было портфолио, опыт реализации коммерческих интерьеров. Он у нас есть, но совсем небольшой, и проекты такие, знаешь, которые, не прям такие гордые, которые хочется прям показывать, что это лучше, что у нас есть. И мы сейчас сами находимся в такой стадии, вплоть до того, что это уже будет, знаешь, такой первый совет начинающего дизайнера, да, вплоть до того, что я там среди своих друзей, бизнесменов, я говорил, что я готов сделать проект бесплатно, да, от нашей студии, только с условием того, что вы его реализуете так, как мы его создадим. То есть как мы его придумаем, как мы его создадим, и вы полностью сделаете реализацию. То есть и мы там отснимем его, расскажем про него. И сейчас потихонечку мы пришли. По поводу того, что найти клиента легко, например, в коммерческом интерьере, мы раньше этим не занимались, нам было очень тяжело найти клиента, это было много общений, много встреч, и, с рестораторами общались, и все-таки почти заключили договор, и нет, не заключили, еще что-то, то есть нам не было легко. По поводу заинтересовать, конечно, это вторая часть, те, которые сейчас у нас есть проекты, мы в том числе их и заинтересуем. Кстати, там есть и бесплатные проекты, которые мы делали бесплатно. Мне кажется, да, это все касается именно... Маркетинг очень сильно отличается у начинающей дизайн-студии и уже раскрученной. Я думаю, что очень сильно меняется подход и все. Давайте тогда начнем именно с того, с чего мы начинали. Расскажем именно, как начиналась ваша дизайн-студия. Наверное, ты знаешь, мой ответ, он продолжит предыдущий, про то, что это реально важно озаботиться вопросом, откуда взять первые заказы. Мои какие-то первые шаги в самостоятельной деятельности, то есть когда еще не было бюро, но я уже ушел из найма, они были связаны
Ну, в общем, я, знаешь, это был период жизни, где я называл себя архитектор в трусиках. Типа ты сидишь дома реально вот просто, вот, знаешь, в шортах, в майке или без, и ты уже пытаешься организовывать вокруг себя какое-то деловое пространство. И там тебе могут звонить какие-то первые по объявлению заказчики, такой, да-да, сейчас я посмотрю свой календарь, а ты сидишь там в трусах, у тебя там просто вот такой лупатый монитор, и как бы все. Я использовал все возможные подручные инструменты. То есть это был 2014 год, я тогда еще жил в своем родном городе Иваново, и я просто залетал на все бесплатные доски объявлений, которые были, я помню, как сейчас там портал назывался, город37.ру, что-то такое. Всякие Авито и какие-то прозвоны всех, кого только можно. То есть это было такое касание через телефонную книжку, касание через... Ну, то, до чего вообще можно было просто дотянуться, не имея каких-то ресурсов и денег. Мой опыт жизненный и предпринимательский, он всегда как лесенка. То есть, типа, поступательное, планомерное движение, такое альпинизм, скажем так. То есть без каких-то сумасшедших там рывков. И вот, например, с этих объявлений пришел первый заказ, и это был заказ за 1500 рублей трендерить островок в торговом центре. Появились эти деньги, часть из них ушла на сосиски, часть ушла на какие-то первые попытки создать какой-то сайтик, что-то упаковать. С какого-то сайтика пришел первый клиент, какой-то уже плотный, через несколько месяцев. С его денег я стал откладывать какую-то часть и экспериментировать, например, там, с контекстной рекламой. И так, степ-бай-степ, за 6 лет там бюро, ну, в общем-то, имеет огромное количество инструментов в маркетинге, много гипотез и много всего за счет того, что просто вот поступательно вот так мы тестили. Если возвращаясь к вопросу, то я считаю, что первые шаги для дизайнера интерьера, они должны быть на уровне его вот поля внимания, где он может дотянуться. То есть, условно, вот любые ресурсы, которые есть. Классные знакомые — супер. Адекватные там родители, которые могут посодействовать — классно. Приходить в какие-то бюро, в строительной компании, коллаборировать, приходить в бюрохи, которые, например, имеют большой поток заказов, но не готовы брать маленький чек, и с ними залетать в какие-то деловые отношения, где ты забираешь на себя этот поток, тоже возможно. То есть я думаю, что надо работать с ресурсами, которые есть, и, как мне кажется, очень четко и ясно понимать свои сильные стороны. Потому что, например, я уверен, что на старте сильнейшей стороной является коммуникация и какой-то базовый нетворкинг. То есть вот когда ты имеешь вот как раз возможность, это поле общения, где ты можешь в этом компоте начать как-то вариться, коммуницировать и проявляться, заявлять о том, что ты, в общем-то, хочешь что-то начать делать или ты уже это делаешь. Вот. А дальше уже начинать работать с разными гипотезами, постоянно что-то тестировать. И, наверное, главное — никогда не останавливаться в этом процессе. То есть это одна из вот ошибок, которые я периодически в своей жизни совершал. Мне кажется, по поводу компота, Да. очень крутой компот — это вот дизайн вуза как раз. Там супер тусовка, и там вот люди очень сильно, конечно, разгоняются, именно начинают коллаборировать, общаться и так далее. И просто очень часто пишут в комментариях, типа, Сань, подскажи курсы, как мне стать, типа, за 2 недели крутым дизайнером. И вот таким людям будет очень тяжело продвигаться именно. Хотя вспоминать, я просто не учился именно, я учился на графического дизайнера, а не на интерьерного дизайнера. И у меня не было именно такой вот архитектурной тусовки. Вот. И я очень долго именно начинал раскручиваться. То есть, вспоминая вот то, что я рассказывал сейчас про объявления, я находил, тогда еще были форумы разных ЖК, и просто закидывал туда свои сообщения. И уже, потому что мне сначала делал друзьям интерьеры и так далее. Вот. И просто у меня друг, я помню, он мне такой звонит, Саня говорит, я себе квартиру сейчас ищу, ты же говоришь, что нигде не рекламируешься. Я зашел на первое объявление, увидел тебя там в этом ЖК, где я смотрю. Вот, он поржал, но в итоге у меня заказали ремонт, вот дизайн, именно в классном доме, именно по этому объявлению. Это прям сработало. Это круто. И знаешь, что хочется здесь еще прокомментировать, что в зависимости от стадии своего развития, поступательного, и зависит очень сильно инструменты. Но сейчас было бы странно, если бы ты, например, листовки вставлял в ящики и так далее. Но то есть это тоже важный момент к такой, знаешь, внутренней адекватности. То есть, условно, если ты начинающий дизайнер, у тебя нет упаковки, у тебя нет кейсов, у тебя нет авторитета, да, то это надо четко осознавать, то есть сметчить реальность и понять, что, окей, вот у меня зато этих ресурсов нет, есть такие, и работать в этой реальности. Потому что многие пытаются, например, сразу сильно вот это, знаешь, fake it till you make it сделать, то есть раздуть невероятно
образовательный пузырь, там на кредитные какие-то или заемные деньги, или свои, создать супер крутой сайт, наполнить его фейковым каким-то портфелем, но это не соответствует никакой реальности. И вот это вот поступательное движение, что на каком-то этапе листовки у метро могут быть, ну, без шуток, маркетинг, да, или там вот это объявление на «Газели», а потом это может быть какая-то команда с руководителем отдела маркетинга собственным, который менеджерит полностью весь процесс всех исполнителей там по разным видам рекламы. По поводу фейков, вчера был прикол, реально мне пишет ВКонтакте женщина, говорит: Александр, Да, очень странный вопрос, вы в каком городе вот этот интерьер типа разместили с вашим обзором? Я такой, ну, типа СПБ. Она говорит: знаете, мы в Грузии, мы хотели на Новый год снять домик, и там ваши фотографии, и от нас просят предоплату, типа на букинге. Обалдеть. Гуадаури, горнолыжный курорт. То есть кто-то в объявлении использовал ну, там, твои фотографии. Фотографии что это якобы объект какой-то. Да, по поводу фейков. Еще я вот с коллегой недавно обсуждал, что сейчас тоже очень многие дизайнеры приходят на всякие сборища, где очень топовые дизайнеры, у них там вот чек где-то там 400 тысяч за метр, такие ремонты очень высокие. И они в этой тусовке, они вот хотят понять, как вот найти сразу же такого клиента крутого. Они вот сейчас, и у них создается впечатление, что они на том же уровне, и что они легко могут с такими заказчиками работать. Но я просто считаю, что до такого уровня нужно все-таки расти. И если сразу туда окунешься, скорее всего, ты очень сильно облажаешься. Ну, я так считаю. Я с тобой согласен. Чаще всего это просто ошибка выжившего, если люди работают сразу же на таком уровне. Хочу добавить, я Да. когда перед подкастом так думал, ну, прогонял вопросы наши сегодняшние, и вот я думал, какие же практические советы, да, можно дать начинающим дизайнерам по поводу листовок и так далее. Но мне кажется, что это действительно работало тогда, когда-то, тогда, в прошлом, возможно, мы что-то тоже такое делали, пытались, наверное, какие-то вещи там делать. Давай еще тогда вернусь быстренько про откуда, с чего вообще начали. Да. Вообще я выходец не с дизайна. То есть если я так понимаю, что ты дизайнер, и у тебя, наверное, профильное образование в Ну, дизайне. архитектор по образованию. Архитектор. Ты тоже, так понимаю, графический Я дизайнер, дизайнер, из да. этой истории. Я налоговик. То есть у меня там Вот эта налоговая... тусовка у нас сегодня. Да, я налоговая специальность. Я даже отработал там что-то 2 месяца практики в налоговой Калининского района, это где площадь... Площадь Ленина. Да, площадь Ленина. Я там отработал, посидел, ну, знаешь, 2 дня посидел, потом поняли, что от меня пользы 0. И я там периодически там что-то бегал, кофе, приносил какие-то пончики, знаешь, пирожки женскому коллективу. И мне там предложили зарплату, там, на то время, я не знаю, это был, по-моему, год там 11, может быть, 12, мне там 18 тысяч, я такой, спасибо, я пошел. Вот. И параллельно занимался всегда стройкой. То есть... Сейчас бы ты у нас уже дизайн заказывал, наверное. С налоговой? очков. Или сидел бы какой-нибудь статье, там, да, типа, за отмывание, не знаю, там, одно из двух. Вот. И параллельно начинал всегда заниматься стройкой. На самом деле работал в стройке, когда еще учился. Параллельно вот на налоговой службе. По-простому поступил в налоговую службу. У меня мама работала в налоговой. И по распределению вот там типа передали. Я после 9 класса уехал с Сыктывкара. Знаешь, вот это желание жить в большом крутом городе, там перемены и все такое. И параллельно просто работал на стройке. Знаешь, сначала сам работал, такой трудяга, работяга. А потом потихонечку... Такой, зачем самому, там, да, 1, 2 человек, 3 человек нанимал, и уже там к концу универа у меня там уже, знаешь, бригады были. И, то есть я делал ремонт, а в какой-то момент я очень сильно устал, потому что прорабская деятельность — это очень тяжелая деятельность, это прям Факт. реально быть прорабом и не сойти с ума, там, не спиться, там, и вот эти все шутки, они достаточно актуальны про прорабов, и я их вообще, ну, понимаю, когда вижу такого молодого, свежего прораба, там, да, с огоньком в глазах, я думаю, ну, вот это крутой человек, который понимает, что он делает, профессионал. Ну, я понял, что это не мой как бы путь, и я начал работать вот в сторону именно открытия дизайн-студии, искал дизайнеров, то есть у меня другой чуть был подход, менеджмент, и именно искал дизайнеров, пытался разобраться сам, в том числе в дизайне, потому что в любом случае должен разбираться в том, что ты хочешь сделать из этого бизнес, и предпринимать что-то. Ну и вот теперь мы дизайн-студия. Мы на самом деле молодая дизайн-студия. Мы считаем, такой у нас есть точка такая отсчета, это 2 года назад. Это когда мы переехали в дизайн-дистрикт. Наконец, когда мы ушли от всякого фрилансерства по домам, там, да, от редких встреч где-то в коворкингах и так далее. Вот переехали в дизайн-дистрикт. Это 2-2,5 года назад. Вот это, я считаю, такой старт студии, поэтому у нас очень молодая студия, 2,5 года. Вот. А по поводу, вернуться к этому вопросу, по поводу молодых Где вы дизайнеров. нашли первого заказчика, лучше расскажи. Слушай, мы же занимались ремонтами уже. По ремонтам вообще я брал все заказы, там, с Авито, не с Авито, там, меня находили один из, я не знаю, можно ли это озвучить, наверное, пофиг, это уже, знаешь, это срок давности уже истек. Интересно, есть кейс у меня, я ремонтировал станцию метро Маяковская.
вот, на альпинистских этих снаряжений, то есть я прям тоже сам свешивался на альпинистском и на лесах, и вот, короче, был такой интересный кейс, но мне тогда было лет, типа, 17, еще даже 18 не было. Вот, и по поводу, я вот думал в подкасте, ну и потом, собственно, мы были уже строительной компанией, ремонтной компанией, и как бы как допом предлагали нашим клиентам дизайн. В принципе, это не было проблемой, потому что заказов на ремонт... Я ненавижу таких прорабов. Да? Это у нас было до этого, да, момента, что... Вот, ну, сейчас, да, многие прорабы, вот мы обсуждали еще до начала, там, то, что сейчас многие прорабы идут в этом направлении, да, и начинают делать дизайн-проекты, и, конечно, чуть обесценивают нашу работу, потому что сейчас я уже по другую сторону баррикад, я уже такой, как бы, больше к дизайнерам. А сейчас стройкой, ремонтом ты не занимаешься? Нет, ну мы занимаемся, у нас свое производство работ. Ну, то есть, как бы, все равно у тебя два направления, не то, что ты сейчас полностью переключился на дизайн. Смотри, я в этом же плане не дизайнер. Ну, то есть изначально, вот если вы дизайнеры, то я не дизайнер, я больше про предпринимательство. И у нас и стройка работает, и дизайн работает, и еще вот у нас даже недвижимость работает. Мы подбираем недвижимость для клиентов, то есть у нас таких 3 направления. Ну, конечно, наверное, основное направление — это все-таки дизайн, потому что он такое ключевое, это направление, которое людям интересно рассматривать, смотреть, через которое, как опять же, это маркетинг же, да, сегодня главная тема подкаста — это основной маркетинг-канал для клиентов. Потому что к ремонтникам есть определенное недоверие, к риэлторам, по брокерам, по недвижимости, там еще больше недоверия, их вообще все ненавидят. А дизайнеры классные ребята, да, то есть вот. И тут пошли до комментариев с наших YouTube-каналов, насколько люди считают нас классными ребятами. У меня сейчас зашел Reels, он называется «Дизайнер-дурачок». Да. И многие пишут, типа, я так и считал, типа. Я знал, надо написать, я знал. Я знал, да. Я хотел вернуться к теме по поводу подкаста, типа, что же можно делать сейчас с начинающими дизайнерами по поводу вот ошибки выжившего, то, что они видят очень большие чеки и хотят быстро также залететь. И мы долго думали об этом, да и мы сами просто так делаем, создаем концепты. И мне кажется, что одна из ошибок дизайнера — это когда он старается вот все время повторить за кем-то, сделать вот как у них. И все знают, да, что у нас есть там несколько там топовых дизайнеров в России, да, которые как бы стараются их клонировать, да, то есть их копировать, их стилистику. На самом деле я бы разделил еще. Есть топовые дизайнеры в YouTube, ну, да. и топовые дизайнеры. Это вообще разные миры, вот. И YouTube просто более массовый, о нем все знают. Есть дизайнеры, которых нет в YouTube вообще, и они тоже очень крутые. Ну, просто это такой... И еще третий тогда сегмент, которые супер невероятно крутые за супер жирные чеки, и этих людей никто никогда не знает, потому что они ходят по внутренним передачам среди очень важных больших клиентов. Я сейчас не говорю обязательно, что это там какой-то админ ресурс и прочее, ну, да, но которые вообще не медийные, но при этом их продукт тоже бешеный и стоит больших денег. Да, 100%. Есть еще западные дизайнеры, и ну, на них тоже можно подписываться и вдохновляться у них, а не вариться именно в внутренней истории. Тоже да, есть разные подходы. И мне кажется, что это вообще глобальная ошибка. Вот. И мы эту ошибку пережили в дизайн-студии, потому что изначально же я как бы был как предприниматель, который, да, создавал дизайн-студию, я набирал дизайнеров, ребят, и как бы, ну, такой, ну, вроде как это хороший дизайнер, да, там, давай работать. И вот пытались выстроить работу. И потом это все перестроили, это была наша ошибка, и то, что мы как бы чуть-чуть не делали там свой дизайн-код, да, не акцентировали на это внимание. И мы начали стараться, это очень тяжело, выработать свой дизайн-код как бы в современной там реальности, это реально тяжелая история, потому что и клиент приходит с определенным запросом, и вам, ну, иногда там, ну, то есть не тяжело протащить какую-то крутую идею, которая там для клиента может показаться страшной, но это действительно выход, и если ты хочешь выделиться как-то среди вот этого огромного пласта дизайнеров, мне кажется, последние 5 лет дизайнеров просто прирастает, я не знаю, как очень много, то нужно искать свой дизайн-код. Это вот такой совет, который я бы давал. 100%. Я бы докрутил. Вот мне кажется, ты очень крутую штуку сейчас закинул. Я считаю, что вот к разговору про то, что за 5 лет сколько на рынок залетело ребят, к разговору про предпринимателя-дизайнера, я убежден, и вот сейчас мы это у себя просто очень большими шагами эту перестройку делаем, что уже давно надо работать дальше, чем там выработка просто дизайн-кода и типа в каком стиле работает дизайнер, какое у него портфолио. То есть сейчас надо двигаться больше уже от какого-то понятного бренда, то есть что именно получает клиент в работе с тобой, что уже очевидно, что там на определенных этапах роста это не про картинки, это не только про стиль, это про твою увлеченность, про твою коммуникацию, про твой сервис, про то, какие ты дополнительные ценности даешь. И мне кажется, что вот конкуренция сейчас, вот если говорить про какой-то вот, ну, плотный такой срез рынка, где она
ярко присутствует, она во многом устроена уже дальше, чем просто стилистика. Потому что, не знаю, может, вы сами часто слышали, там, может быть, какой-то холодный звонок от клиента, да, потенциального, который говорит: да слушайте, что-то картинки-то у всех одинаковые, вы что вообще, почему вы, и так далее. И вот этот вот вопрос, который раньше был такой несколько странный, и который было даже тяжело отрабатывать, почему вы, на самом деле легко отрабатывается, когда ты реально понимаешь, то есть вот про что твой бренд, какую ценность ты даешь, как стилистическая концепция, дизайн-код вшит в этот бренд и так далее. Ну, нету просто человека, сейчас нельзя посадить там четвертого, который скажет: я, короче, пришел и придумал новый стиль в дизайне. Ну, уже все основное придумано. Да, есть там определенные элементы, как можно этот дизайн создавать, там, как это должно упаковываться, но это, мне кажется, ядро. То есть основа, на которой строится маркетоз, она идет гораздо шире. То есть это про ценности, про восприятие бренда и какую-то настоящую глубокую ценность, которую даешь. Например, вот для меня сейчас такой большой вектор развития — это, ну, действительно очень крутой персонализированный сервис для клиента, где вот минимизировать, ну, все знают, что такое ремонт, мы сегодня про пьющих прорабов уже успели, да, поговорить, что это какой-то уровень стресса, как люди разводятся и вот это все. Мне интересно сейчас вот в эту штуку покопать, что надстраивать продукт, сервис и, соответственно, дополнительную стоимость этого продукта не за счет только базового дизайна, хотя как бы компания называется дизайн-бюро, а за счет того, что еще можно дать и в какую ценность можно клиенту привнести. Это большая сложная задача, но мне кажется, что за этим будущее, так же, как там, если мы будем говорить сейчас про нейросети и прочие штуки, которые как инструмент создания, там, например. Я абсолютно с тобой согласен. Единственная поправка, то, что мне кажется, что это совет такой уже больше для тех, кто, знаешь, уже чуть как вырос, окреп, у которого есть там уже чуть финансы, есть какой-то, знаешь, вот этот люфт по бюджету, да, когда ты можешь вот это попробовать, там, дополнить всю команду, там, и так далее. Если же говорить про молодых дизайнеров, у них, ну, им сейчас об этом, может быть, даже чуть раньше, ну, рано думать, как мне кажется. Хотя, конечно, это должно быть, и ты правильно это сказал. Я думаю, что это код внутренний. Пусть они фиксируют это для себя, да, то, чтобы это было как итоговый результат их деятельности. Но я вот думал, что по поводу дизайна и вот нового дизайна, которого, когда я начинал разгонять историю про то, что создавайте концепт какой-то, которого еще нет, ну вот совет юному дизайнеру: создай концепт, которого еще нету, и попробуй даже вплоть его просто показать и попробовать его продать, там, типа, знаешь, за какую-то там сумму этот дизайн, адаптируй под вашу квартиру. Mm-hmm. Знаешь, вот прям такая история. Типа, если вам понравился концепт, вместо того, чтобы просто сидеть и ждать клиента, потому что часто такое бывает, что они такие: сидим, ждем клиента, когда будет клиент, желательно дорогой, а его нет, потому что он к нему не понимает, зачем приходить. Создай концепт и скажи, что я продаю этот концепт там, на вашу квартиру, не знаю, за 30 тысяч рублей, чтобы тоже не работать бесплатно и себе не делать мозги. И когда я разгонял эту тему у себя в голове, я пришел к мысли о том, что есть на самом деле, я не знаю, согласитесь или нет, такой вот огромный пласт нишевый дизайн-проекта, который вообще никак еще не сделали. Это такой, мне кажется, даже новый, может быть, некий дизайн-стилистика новая. Это использование супер недорогих материалов, да, каких-то, знаешь, простых очень решений, но при этом это все очень круто компоновать в классный дизайн. Потому что сейчас я такого очень мало вижу. Я прям, знаешь, вот прям вижу такой дизайн, думаю: о, это круто. И такого дизайна очень много в Европе, такого дизайна очень много где-то за рубежом, когда из говна и палок, да, собирают, типа, прикольную штуку. А у нас либо, типа, тебе делают дорого, либо пытаются повторить за, там, топами Ютуба, потому что вот клиенту нравится же топ Ютуба, он же откуда-то пришел с этим, либо стараются повторить там Pinterest. И все эти направления, ну, типа, если у тебя нет бюджета, а у начинающего дизайнера наверняка не будет клиента, который позволит с этим бюджетом, да, ему оперировать, работать, достаточно тяжело реализуемы. И вот я задавался вопросом, почему бы не сделать вот эту историю, когда ты создаешь новую стилистику при использовании там недорогих масс-маркетовых материалов, какой-то крутой дизайн. Это сложная задача, на которую, ну вот, начинающие дизайнеры, если они поставят ее перед собой и смогут ее решить, это было бы круто. Потому что мне кажется, что для вас это, наверное, не супер. Ну и для нас тоже это, наверное, не супер актуальная задача. Опять же, начинающие дизайнеры, они могут впоследствии работать в разных нишах. Они могут в масс-маркете работать, в бизнесе и в каком-то премиуме. И везде есть совершенно разные подходы. То есть вот по поводу премиума, вот то, что ты говорил про упаковку и настройку, да, там вот сам дизайн-проект, такое ощущение, что вообще какая-то вторичная история. Ну, ядро, типа, да, основа, база. Да, там людям вообще важно еще кайф получать от общения с тобой и вообще от всего процесса. То есть это даже может быть важнее всего. Там, не знаю, поэтому очень успешно, кстати, девушки красивые в дизайне.
Интересно, ты сейчас подвернул. Ну что ж, давайте теперь про это поговорим. Некрасивые девушки, а знаешь, девушки-подружки. Это же тоже очень важно, когда там мы подружки там выбираем по магазинам вместе плитку там. Что многие спрашивают, как мне сразу выйти на супер премиум уровень. То есть чаще всего люди такого уровня, они приходят к людям, которые уже работают в этом уровне. И не имея таких, не то, что даже ты говоришь про концепции, даже концепции, ладно, не имея реализованного такого проекта с таким чеком, скорее всего, просто с тобой не будут даже общаться. С тобой могут там приятное время провести, пообщаться, но именно заказ у тебя вряд ли будет. А у тебя, кстати, наверное, тоже такое часто в жизни было. Вот я помню, вот за 6 лет, что вот мое бюро работает, много было случаев, знаешь, вот они прям вот были очень показательные, люди прямо об этом говорили на самом деле. Когда, ну, там у меня, условно, даже офис еще не было, и мы снимали коворкинг здесь, на Сапсоневском, и люди приходили, и я сидел в такой большой переговорке, и говорю, да там команда сидит, на самом деле, там за стенами, там огромная команда, а никого нет. Я просто сижу такой прыщавый, такой, типа, в коворкинге. И я понимал, что я классно отрабатывал запросы клиента. У меня уже на тот момент там по проекту был такой же набор чертежей. И, ну, очевидно, что люди, выбирая между дизайнером, который там, ну, условно, будь, скажем, 1700 рублей за квадратный метр, и на тот момент, пусть будем говорить, 6, она выбрала 6. Я говорю, вы можете мне просто объяснить? Я хочу разобраться, почему так. И она говорит, вот смотри, я тут строю себе дом, а там, кстати, заказ был очень прикольный. Вот сейчас за такое я бы уже дрался, конечно. То есть там несколько домов на участке. Надо было все вообще спроектировать, разработать и везде еще интерьер собрать. Он говорит, смотри, мне сейчас надо, вот домом я занимаюсь, я убираю кровлю. И вот я еду выбирать кровлю. Я могу на трассе стопануть. И вот мне мужичок, вот это вот, знаешь, когда тебе на трассе стеллажи с кровли, да, с образцами, вот могу там взять ту же самую кровлю. А могу проехать дальше, и мне все разложат, покажут, я выпью кофе, со мной будет какое-то отношение, мне расскажут, какой есть уже опыт использования этого материала, у меня будут какие-то гарантии, у меня будет какой-то договор и так далее и тому подобное. И говорит, вот из этого собирается вот это ощущение. И было много ситуаций, когда клиенты, она говорит, слушай, ну еще когда вот я сам, например, занимался на прямой продаже, они говорят, слушай, вы нормальные ребята, ты нормальный парень, но... Блин, типа, честно, вы просто еще вот... У вас все будет. Вот так много говорили. И это еще один, на мой взгляд, аргумент в пользу того, что развитие должно быть поступательное. То есть, когда ты пытаешься перепрыгнуть... Ну, вот сегодня прозвучала эта фраза, что там юные специалисты хотят работать в премиуме, да? Но это же смешно, просто потому что клиент, который приходит, там, покупает квартиру за 50 миллионов рублей, ну, как может выглядеть его диалог с юным специалистом? Ну, то есть он, да, может с респектом относиться и так далее, но он понимает, что ему нужно другое, и юный спец этого не даст. И у него он максимум, что может сделать, он раздуть какой-то пузырь сможет перед этим клиентом, что породит какой-то фальшь в их коммуникации, что тоже не круто. Поэтому я думаю, что вопрос исключительно в поступательности движений. Несколько таких историй слышал, когда человек открывает офис на Невском, какой-то роскошный, и все. И потом закрывает его через полгода. Ну, а слышал историю, где, например, какие-то ребята снимают в аренду, например, Кайен там на 2 дня, чтобы приезжать на встречу с клиентами. И они сняли Кайен на 2 дня, а потом у них нет еды 4 дня. А потом у них долг по налогам несколько миллиардов там. Ну, тут нужен уже твой комментарий на эту тему. Как налоговика? Мне там что-то вспомнить еще. Отличная компания. Не очень хорошо учился там. Но мне кажется, что еще, вот знаешь, когда... Ну, вот у меня очень много друзей, опять же, как я попал в эту историю с ремонтами, с дизайном, там, архитектурой, у меня очень много друзей с ГАСУ. Так получилось, что вот мой друг хороший, кстати, который участвовал в реновации нашего дизайн-дистрикта, вот, потому что он архитектор. И вот он как раз был архитектором, и как-то вот это все была архитектурная компания, тусовка ГАСУшная, и мы с ними много общались, и вот я, собственно, как-то так и вот попал в эту всю историю, потому что, ну, это мне было 17 лет, да, я там плюс-минус как-то выбирал какой-то свой путь жизненный. Вот. И тогда не было вообще как бы специальности отдела там дизайн интерьера. Там был дизайн среды, там что-то архитектура там и так далее, и так далее, и так далее, но не было дизайна интерьера. Сейчас есть дизайн интерьера, сейчас есть дизайн там, что-то еще какое-то придумали. Вот. И я даже как-то недавно у нас в дистрикте, это вот мы там живем, работаем в дизайн-дистрикте, видел там, что-то гуляют школьники какие-то, вообще не понимаю, что происходит, такой спрашиваю, что у вас, это они у нас экскурсия. Ты не видел? Нет. У нас для дизайнеров интерьера молодых, для студентов проводят экскурсии в дистрикте. Я такой, ничего себе, где у вас там преподаватели? И я что-то к ней подошел, говорю, зайдите туда, знаешь, зайдите в боку. Там у нас бока же на первом этаже. Так круто, что дизы вообще, вот студенты к этой штуке тянутся, это вообще супер.
Это супер круто, и это такое новое поколение. И вообще наша же история, наша сфера, она очень-очень молодая, очень свежая. Сейчас тут, мне кажется, только вот у клиенты прошли вот эту стадию там ликбеза, да, когда они поняли, для чего нужен дизайнер, как он работает, что вообще включено в дизайн-проекты. То у них сейчас есть еще такие трудности. Не знаю, у нас из нашего опыта 90% наших клиентов заказывают дизайн-проект первый раз. У нас также примерно. Да, факт. Вот. То есть еще даже нет вот этого, знаешь, накопленного опыта и понимания, что такое хороший, плохой дизайн-проект. Ну, это все будет, и в будущем это будет только нарастать. И вот эти дизайнеры молодые, которые сейчас существуют, которые сейчас учатся, это как бы наше такое следующее поколение, да? Смотри, я перебью, а еще 90% из пришедших, кто говорит, что у них второй раз, они обычно все расстроены. Да, Есть такое. Потому что странно, что они пришли к тебе. Потому что у них же уже кто-то был. Кстати, да, это объяснимо, да. Они Типа все просто в жутком негативе, очень часто. Испуганные, напуганные. И как, И знаешь, озлобленные. как какого-то, как бы грубо не сказать про заказчиков, такого испуганное животное, которое избили, знаешь, Да, на улице. абсолютно не грубо сказал, всё нормально. Животное. Какого-то, да, потеряшку котика, которого нужно опять приручить, да, и показать ему, что это не страшно, не больно, дизайн это прекрасно. А ты берешь в работу такие задачи? Ну, да, по-разному, да. Успешно получается с ними Да, взаимодействовать? Да. Есть заказчики, которые говорят, у нас уже 5-й дизайнер, это опасно. Вот. Да. Я про то, что часто... Ну, второй, да, я понимаю, но мы же все понимаем, да, что, типа, первый раз это ошибка, второй раз это решение. И очевидно, что когда человек приходит и говорит, да, все дизайнеры... Ты запретил ругаться матом, поэтому я скажу, плохие люди, не квалифицированные. Поэтому мы снова вот здесь пришли к вам, и ты думаешь, а какой вот уже раз вы приходите? Ну, типа 3-й, 4-й. И понимаешь, ну, наверное, вряд ли. Еще интересно, что таким людям задаешь вопрос, а по каким критериям вы до этого выбирали дизайнера? И однажды женщина сказала, что у нее фамилия такая же, как у меня. Типа я почувствовал связь. Ну, у нас как раз следующая тема для разговора, я хотел обсудить. Есть люди, которые начинают делать ремонт, но которым не нужен дизайнер. Есть такие вообще ребята? В жизни ты имеешь в виду или в нашем? Ну, в жизни вот. Ну, конечно, есть, наверное. Кто это такие? Вот кому вот... Я думаю, что было бы классно, если бы ты ответил на этот вопрос. Ты же занимался до этого стройкой, и, наверное, много из этих людей были без проектов, да? Да, у нас было много людей без проектов, и знаешь, я вот был в стройке в тот момент, ну, я типа вообще там с 18 лет, да, был. Это когда ты приходишь, знаешь, и ты такой молодой, активный, такой, а мы тут сделаем сейчас вот это, там, знаешь, вот это прораб-дизайнер вообще. О, да. Вообще как... Самые уважаемые люди. Слушай, я, не знаю, последние 5-6 лет просто запрещаю своим прорабам, я просто ругаюсь с ними постоянно, если они начинают что-то там дизайнить. Я говорю, мы дизайн-студия, хватит что-то там рассказывать свои идеи клиентам. Ни в коем случае, это под строгим запретом. Вот. Ну, сейчас, конечно, таких людей все меньше. Опять же, вот возвращаясь к тому, что вот эти все студенты, то есть они займут свою нишу. То есть, и мне кажется, что сегодня было бы очень круто разговаривать именно вот про эти новые освободившиеся ниши, потому что это средний класс, так называемый, да, средний российский класс, он все равно появляется, растет, и им тоже нужен дизайнер, то есть им тоже кто-то должен делать. Вряд ли это будете там вы или мы. Да, А кого ты называешь средним классом в 2023 году в России? Ну, наверное, тех, кому тяжело заплатить там больше там 3000 даже за дизайн-проект. Знаешь, Я за думаю, это не квадратный средний метр. класс. Что, это еще типа ниже, ты думаешь, средний класс? Я считаю, что... Ну, у меня несколько другое мнение на этот счет. Я думаю, что среднего класса в России как явление сейчас не особо существует. Ну, то есть, вот именно поэтому история, которую ты в предыдущей теме раскидывал про создание дизайна из каких-то понятных материалов и так далее, мне кажется, это действительно может быть востребовано, потому что сейчас есть ярко выраженный сегмент эконом и комфорт, ярко выраженный сегмент премиум. То есть общество поляризировалось очень И сильно. нет Икеи. Что? И нет Икеи. Да, и середины, как мне кажется, нет. Но я сужу сейчас не только на уровне, знаешь, типа я читаю новости и телеграм-канал, я сужу, потому что я долгое время, до этого лета, работал в сегменте 5-6 тысяч рублей за квадратный метр, и ну, мы перепробовали огромное количество гипотез всего возможного, и мы ощущали просто своей шкурой, как потоковость, охватывасть, вообще все рассыпалось там просто наглухо, как клиенты, с которыми мы работали, поголовно стали уезжать, и они уже не могут нас даже просарафанить, потому что их люди уехали или что-то у них случилось с бизнесом, и как при этом мы практически бесшовно зашли в сегмент от 10 тысяч рублей за квадрат, где спрос есть. Я потом тебя отдельно тогда спрошу, как, потому что сейчас мы работаем как раз в сегменте 6 тысяч рублей за квадратный метр. У нас сейчас такой сегмент, и я вот
чувствую этот хорошо сегмент. Смотри, понятно, что если мы говорим про мировой там какой-то средний класс, это там, знаешь, как считается в социологии, что это должна быть квартира, машина, там желательно 2 машины, да, там на семью, и там возможность ездить там 1 раз, 2 раза в год. У И нас все сейчас... в кредит. А? И все в кредит. Ну, это да, если американская, да, там система. Ну, кредит, не кредит, но, в общем-то, даже если они могут поддерживать кредит, это такой, типа, средний класс. Вот. У нас наверняка в России средний класс — это у человека, у которого, типа, есть квартира, да, там возможность, не знаю, платить ипотеку и что-то там в ней делать, заказывать. Ну, квартира может быть там машина, и это пара там из 2 людей, которые и тот работает, и могут как-то себе позволить. Ну, это такое, знаешь, очень общее определение. Понятно, что это, наверное, ниже Знаешь, как можно класс, его но не сформирован. конкретизировать? А с каким бюджетом приходят к тебе сейчас люди за 6 тысяч рублей за квадратный метр? Ну, в среднем. Это 100... мы понимаем, что сейчас это какой-то стартовый такой диапазон для нормального дизайн-интерьера, да, ну, для которого мы там показываем, да, это 140, 150, 160 тысяч рублей, как стартовая цена. Это комплексная стоимость, да, со строительными материалами, отделкой, мебелью, всей штукой. Да, но при том, что у нас своя бригада, как бы у нас чуть-чуть в этом плане есть оптимизировано в деньгах, небольшой люфт. Вот, но, конечно, они приходят не с этим запросом, они приходят с запросом типа в 100 уложиться. Ну вот, например, они приходят в 100, 120, и, например, у них квартира, ну, там, в среднем, ну, пусть 80 метров, например, да? Ну вот, мне кажется, это понятное очерчивание среднего класса. У нас была абсолютно такая же ситуация. Вполне возможно, что вот это средний класс. И он растет, он становится больше, вот, и, ну, кто-то должен будет его обслуживать. То есть эти дизайнеры, они в любом случае пригодятся, и вот как раз сегодня в том числе мы будем давать им, я думаю, советы, даем им советы. Просто я помню, где-то вот год назад была какая-то дизайн-тусовка у нас там в дистрикте, и тоже там были знакомые девочки, которые работают прямо вот в эконом-сегменте. И они говорят, что у них вот просто, типа, ну, такая, знаешь, сплошная линия, когда все умерло, типа. Что это значит? Ничего что у них тоже все умерло? Квартиры не продаются, дизайн не заказывается и так далее. Было прямо очень тяжело. Может быть, сейчас это выровнялось? Я думаю, что здесь метрики нужны не только со стороны исполнителей, потому что, например, как люди отреагировали на изменения, непонятно. То есть, если, например, я даже считаю, что наша история, вот наше бюро их тоже не супер объективна, потому что мы... Вот большая ошибка, которую мы допустили после начала определенных геополитических движений, скажем так, была в том, что мы слишком долго пытались стабилизироваться на старых схемах в маркетинге. И из-за этого мы потеряли большое количество времени. Поэтому я бы не сказал, что у нас релевантно, там, типа, знаешь, у нас меньше стало заказов именно вот потому-то. Надо смотреть, наверное, в комплексе. Но вот насколько я знаю в общении с разными ребятами, там, кто в сегментах работает, там, ну, до 4, например, да, там прямо все ок. Ну, то есть... Почему я переспросил про сплошную линию, про то, что, может, наоборот, типа, что не было изменений, да, там не дропнулось ничего. Вот, может быть. С большим, кстати, респектом отношусь. Возвращаясь еще к вопросу, кому не нужен дизайн интерьера, не нужен проект. Опять же, оперируя там своим опытом, мне кажется, что еще, ну, и я на самом деле переживал за это в один момент, ну, когда-то это было, когда появились, знаешь, умные застройщики с умными планировками, с умными, типа, отделками, и, по сути, это вот сейчас в Дубае как делают, да, там, homestaging, когда ты просто представляешь, да, там мебель нужно раскидать, и более тебе ничего делать не нужно, вот, потому что действительно есть уже более-менее понятная планировка, умная, и качество отделки не страдает, то есть, по сути, можно заходить, красить стены, там, в грейдж, там, да, и все, у тебя все готово. Вот. Но, как показывает практика, что таких квартир на самом деле не так уж и много. Они есть, это определенный рынок, какой-то сегмент, я не знаю, там в процентах не буду называть, вот, но они не захватили рынок, пока что умные планировки, хотя они вот все больше и больше их есть. И мне кажется, что это вот один из векторов людей, которым не нужен дизайн-проект. Я считаю, что дизайн нужен вообще всем. Да, вот у меня вопрос, а кто тогда делает дизайн вот в whitebox? Ну, если, допустим, если они могут это себе позволить, это, знаешь, как Икея, когда ты была, ты заходишь в готовый интерьер, да, то есть, и, по сути, ты конструктор тебе кто-то собирает. Ну, да ты даже можешь просто, знаешь, если ты возьмешь в том же самом Дубае, там сейчас огромное количество там флипперов появилось, знаешь, которые просто приезжают там в салон, там, не знаю, Минотти какого-нибудь, да, и собирают просто из известных брендов, как, ну, понятно, что это дорогой сегмент. Это тоже косвенная история про дизайн, правильно? То есть это есть какой-то посредник между тобой и... Ну, это ты уже покупаешь у дизайнера, условно говоря, там хорошие позиции, расставляешь себе, да, то есть, ну, это как было бы зайти в Икею, там, знаешь, и взять один набор полный. И просто закидать себе в квартиру. И это было классно, блин. Да. По сути, тогда тебе тоже нужен дизайнер, да, но это дизайнер, который за тебя выполнит дизайнер Икеи. Я про это хочу сказать, что у нас был подкаст с ребятами, мы обсуждали бюджет ремонта, больную тему, и было куча негатива просто очень много. Я даже не ожидал такого, да, что все писали: вы там над нами смеетесь, вы нас считаете нищебродами и так далее. Вы такие пафосные дизайнеры, вот. Но просто люди реально просто работают в таком сегменте, и все, как бы никто ни над кем там не издевается, не смеется, никто никого не считает нищебродом ни в коем случае.
случае. Просто надо выбирать дизайнера адекватно своему бюджету, и все. И тогда таких вопросов не может быть просто. Я считаю, дизайн нужен всегда. В любой цене, даже если у вас там очень мало денег, вы все равно можете найти такого дизайнера. И как раз у меня еще второй вопрос, я почему-то хотел тебя спросить, Сергей, что хуже, начинающий прямо не начинающий, а прям плохой дизайнер или без дизайнера? Я бы выбрал, наверное, без дизайнера, честно. Это сейчас уже, знаешь, смотря со своего опыта, я бы выбрал без дизайнера, что, знаешь, хотя бы если ты совершишь какие-то там ошибки, какие-то проблемы, ты хотя бы будешь винить самого себя, да, то есть это как-то легче, чем это, знаешь, вот когда в новую квартиру заходит, да, клиент, если кто-то что-то черканул ему стену, он ненавидит этого, да, человека там, но если он сам черканул, что это жизнь, типа, да, что поделать, я же все равно тут жить буду, да, то есть это же не выставочное пространство, то есть как-то так это работает, поэтому я бы, наверное, так выбрал. По поводу еще вот этого дизайна, который я рассказывал, да, про то, что, в общем-то, я сочувствующий, знаешь, я действительно переживаю за то, что будет у этих дизайнеров, и нам часто там в Телеграме там пишут, мы там начинающий дизайнер, там, дизайнерша, там, дизайнер, начинающий дизайнерки, как правильно, да, и типа... мы переживаем, дайте что-то совет, и прям пишут, а я-то не занимаюсь же этой просветительской какой-то деятельностью, там, обучением, у нас нет такой функции. Но я всегда, знаешь, стараюсь что-то дать, какой-то совет, что-то подсказать, там, что-то как-то ответить, какой-то фидбэкнуть. Так раз я думал, что это об этом таком широком дизайне. И вчера у нас были клиенты, которые прям очень сильно хотели с нами работать, они там пришли по рекомендации, хотя я не очень люблю клиентов по рекомендации, эту всю историю. Почему, кстати? Слушай, это, знаешь, типа завышенное ожидание, типа, да, там, и... что контекст все равно разный. Да, что человек уже такой думает, что там у человека был хороший экспириенс, там, знаешь, и все такое, а тут я сейчас приду, мне будет то же самое, а у нас, например, там ценник вырос, да, там бюджеты выросли, мы чуть изменились, мы чуть другая студия, то есть, а он хочет то же самое, что было там у него. Так такая проблема есть еще со старыми клиентами. Это вообще 100%. Бич. Это бич. Я, кстати, хотел за эту тему сегодня тоже разогнать. Давайте про маркетоз раскинем. Сколько у вас примерно, если вы такое уже трекали, процент клиентов, которые к вам приходят, являются клиентами по сарафанке или по какой-то реферальной системе? То есть, когда это не холодняк. Но у меня они чем дальше, тем их меньше. Они уменьшаются. Сколько примерно у тебя ежемесячно есть определенный какой-то поток новых клиентов? 20%, наверное. 20%. Может, меньше. А у тебя? Мне кажется, меньше, 10. Это какая-то рекомендация или еще что-то. Я их не люблю. Люблю, конечно. Но нет, на самом деле, я говорю, что тут просто завышенное ожидание, к тебе приходят, 2 года назад ты сделал их друзьям ремонт, они тебе приходят. Нет, смотри, это разные вещи. Одно дело, когда ты по сарафану... Я думал, что мы говорим про повторных клиентов. В том числе. Потому что там тоже есть эта проблематика. Там проблематика, что ты уже вырос, а они деньги хотят другие, за те же деньги. Да. А тут люди приходят к тебе, очень часто даже твое портфолио не видя. Они говорят, сказали, Саня ровный, и сделает нам ровно, а нам нужно барокко. Я года 1.5 назад выступал с лекцией на тему того, что как построить маркетоз без сарафана. Прикольная, кстати, лекция была, интересные ребята пришли, и презу какую-то подготовил очень ржачную. И я прямо построил всю презу на то, что сарафан нафиг не нужен. Просто. Там был такой слайд, там 40 цифр стоит. Я говорю, это столько у нас сейчас проектов в работе. Кто сейчас угадает цифру, сколько из этих 40 пришел по сарафану, я подарю книгу. И там все гадали, и девушка одна говорит, 1 клиент. Я говорю, да, 1 клиент. И я разгонял, что нужен системный маркетинг, перформанс, то есть, что, надо трекать, откуда пришли, как пришли. И всю жизнь было так, поскольку мы поступательно росли, там, условно, я сейчас все цифры не помню, но условно, там, 3,5, 4, 5, 6, потом долго на 6, и сейчас, 10, и это там практически с периодичностью, там, раз в год что-то происходит, и мы из-за этого всегда срезали аудиторию по рекомендации. У нас никогда просто по определению из-за этого сарафана не было, именно с соображением того, что люди им порекомендовали, они залетели на сайт, такие, что, те же за 3,5 сделали, сейчас там 5. У меня нет таких ресурсов. И сейчас, спустя время, когда мы, наоборот, склоняемся снова в сторону реферальной системы и работы с клиентами, мы пытаемся как-то калиброваться, чтобы клиент мог совершить у нас повторную продажу, но мы уже более детально объясняем, почему так случилось, и что это не прихоть какая-то наша, что мы просто захотели экстра денег, что для этого есть серьезное обоснование там, и в себестоимости, и в сервисе, и в всем-всем-всем. И это большая, на самом деле, задачка. Давайте у нас смотрят зрители, приемы, дизайнеры, мы все обсуждаем, очень косвенно про каналы продвижения. Все-таки про каналы поговорим, именно как конкретно продвигать дизайн-студию. И как раз я хочу сказать про канал YouTube. Почему он мне очень нравится, канал YouTube? Потому что люди приходят максимально лояльные и разделяющие твои ценности. Они прямо очень часто я слышу, я там пересмотрел все ваши ролики, мне нравится, что вы делаете, ваш подход, ваше отношение к дизайну, и нам с ними очень легко получается работать.
То есть вот это очень классный канал, но, наверное, это все социальные сети так работают. Я думаю, что YouTube однозначно ярче других. По нашей практике мы пришли к тому, я не знаю, может быть, у тебя так же примерно, но до 2022 года, может, до начала 2023 85% заключенных договоров, их атрибуция была YouTube, в первую очередь. То есть именно по тем причинам, которые ты озвучил. У нас, кстати, вот в этом плане проблема. Я вот сегодня еще говорил о том, что мы, на самом деле, у нас есть YouTube, но он такой очень слабый, он неразвитый канал. Это, наверное, в первую очередь связано со мной, потому что, ну, я не прям фанатею от YouTube, от съемок, как бы, то есть это не прям моя страсть. Хотя я понимаю, что, типа, это вот 85% приносимых там клиентов, это, ну, понятно, что такие цифры есть. Я вот все пытаюсь вернуться в YouTube, там, да, понять, что вот нужно делать. Вернуться в YouTube звучит мощно. Ну, вернуться, знаешь, у меня каждый ролик, типа, это раз там в 3 месяца какой-то ролик, который, знаешь, мы там вымученный какой-то такой, и это все идет так неестественно, знаешь, у меня конкретно, но, возможно, это тоже тот хороший опыт, да, как бы для зрителей наших, да, то, что вот мы, например, развиваемся практически без YouTube. Мы используем другие каналы, это, конечно же, Инстаграм, мы там показываем свою работу, там какой-то лайв, и мне намного проще, знаешь, поговорить на камеру в Инстаграме, да, там снять какой-то дурацкий рилс, там что-то придумать, чем вот прям запланировать полностью ролик. У меня вот есть такой синдром, называется, да, там, СДВГ, там, да, когда чуть-чуть рассеянный, вот эта вся история. Я, например, ни разу не смотрел свои видео в монтаже. Я просто не могу, то есть мне не хватает внимания, там 30-40 минут отсмотреть себя, я там делаете все, мне это не касается, то есть, а тут, я понял, что вы и сами тоже когда-то занимались монтажом, как бы, да, там на первоначальной стадии, мне никогда не хватало на это терпения, вот, внимания. Вот, и поэтому у нас сейчас это другие социальные сети, я уверен, что они не такие яркие, особенно если Влад говорит, я тебе доверюсь, вот, что YouTube ярче. Но я же тоже это вижу, как бы, и вот мой совет, что если у вас не работает YouTube, конечно, идите в YouTube 100%. Если у вас есть возможность, если вы там себя органично чувствуете, и вам там кайфово, 100% вы получите там, да, какой-то фидбэк. Но у нас работает Telegram, Instagram, ВК, вот, удивительно. Да, ВК работает у нас. Да. Да, я сейчас не буду говорить про людей там из ВК, которые у меня были клиенты, но это люди типа верхушка ВК. Вот. Что такое верхушка ВК? Ну, Павел вот, Дуров, типа... что ли? Ну, это типа... Ну, не Павел Дуров, но это типа, вот знаешь, около там люди... Вот мы делали, например... Мы делали дизайн человеку... Я просто не знаю, можно ли такие вещи говорить на камеру? Типа, лучше не надо, Ну, да? зачем, да? Вот, ну, то есть, кто вот связан, вот кто вот руководящее звено там ВК? Какие-то айтишники. Айтишники. Айтишники, ВКшные, да. там, не ну, mail-групп, вот это все. Я просто хотел сказать, что сейчас очень много заказчиков айтишников, очень много. У нас некоторые заказчики просят, чтобы мы проводили в ВК созвоны, а не в Zoom. Они такие, давайте тестировать ВК вот это. ВК есть созвоны? ВК Meet. Все. Вот. И то есть, да, это вот видишь, это может быть смешно там для тебя, но это определенно, это какая-то там 30%, наверное, статьи нашего расхода на ВК. Вот как бы не... А вот расскажи, кстати, про это реально очень интересно. То есть смотри, ты сказал, что Инста, Телега и ВК. А вы влияете на трафик деньгами? Да, конечно. А что, то есть это таргетированная везде реклама, кроме Инсты? Да, это таргетированная реклама, то есть мы занимаемся этим, то есть это опять же, это развитие без Ютуба. То есть это когда мы покупаем рекламу. Плюс у нас также используется Яндекс. То есть у нас есть сайт, на который ведется реклама. Вот, то есть у вас контекстная реклама, таргет, и это реально является вашим лидгеном. То есть оттуда прям приходит заказчик. Да, в основном. Круто. Ну, то есть понятно, что есть органический какой-то подход, это там с рилсов, там люди подписываются и ищут в Инстаграме, то есть это все есть. Но в целом это один из способов нашего знакомства с клиентом, он на нас подписывается. Обычно это такой долгий срок такого знакомства, да, с клиентом 2, 3, 4 месяца, он может там просто быть с нами, где-то подписан на нас, и потом вот я слежу за вами там 3 месяца, мне понравились вот эти проекты, хочу. А схема какая? То есть условно у вас есть несколько площадок, на которые вы гоните траф, и потом они все замыкаются на какой-то сайтец, да, с которого они оставят заявку? Или тебе прямо с ВК могут заявку оставить? Нет, с ВК мы не делаем заявку, мы из ВК как бы вводим людей, потому что ВК все-таки такая у нас, да, чуть-чуть не супер удобно, наверное, комфортабельная страница, да, там, ну, вот этот весь интерфейс. И понятно, что люди там, знаешь, это там посмотреть, там, что там тетя там с своего города, там, родная тебе написала там раз в 2 недели. Но есть определенная группа людей, которые им пользуются. Мы переводим. В основном переводим сейчас в Telegram. Вот, у нас там почти уже 3000 подписчиков, такая достаточно активная аудитория, и люди, да, там следят, остаются. Также с Телеграмом переводим на Инстаграм. Я оставлю, кстати, все ссылочки на ребят под видео.
Тоже можете Да. посмотреть на все телеги. Но по поводу Ютуба, вот сейчас у нас есть огромное желание, ну, у меня есть огромное желание, я понимаю, что это важный инструмент, поэтому вот 100% нужно использовать, но если у вас нет возможности Ютуба, если вы стоите там в какой-то стадии сейчас развития и такие, так, мне нужно делать Ютуб или ничего не делать, вот, пожалуйста, я тоже тут, видите, сижу с парнями, и я не делаю Ютуб, ну, я делаю, но не так активно, как они, но поэтому при этом у нас тоже все работает. И это очень классно. Да, ну, то есть вот такое альтернативное мнение. И я бы, знаешь, на самом деле дополнил, я бы, знаешь, что сказал? Что если не лежит душа к чему-то, например, то по какой причине не хочешь сейчас заниматься Ютубом, вообще не проблема. Абсолютно не проблема. Дай бог. Это очень важно. Вот у меня есть яркий пример вот в своей предпринимательской жизни и у моих товарищей. Это когда в свое время, помните, был бум такой, что надо качать личный бренд. Надо там, ты себя загоняешь в это ублюдский личный СММ, в котором ты должен писать какое-то количество постов, там что-то прогревок делать и так далее. Это вот просто настолько не моя история. И мне кажется, что из этого можно сконвертить какую штуку. То есть вот как совет, что действительно ты должен работать с теми инструментами в маркетинге, которые тебе ок. А если этот инструмент в маркетинге не ок, делегирую и создаю условия, в которых тебя в нем нет. Условно. Понятно, что мало кто так делает, но все же. Ты вдруг понимаешь, что нужен YouTube для твоего бюро или компании. Но ты ненавидишь YouTube, ты ненавидишь съемки. Найми ведущего, там, поставь ведущего дизайнера, который это делает. Просто это самое стрёмное, когда вот кто-то у кого там пытается подглядеть, что как работает, у кого какая статистика. Потому что эта статистика персональная. Ну, то есть у меня 85%, у тебя там абсолютно другая корзина. И это абсолютно никакого не имеет значения, кто откуда что привлекает. Вот. И очень важно, чтобы люди работали в маркетинге и в продажах именно там, на тех источниках, которые им близки. Потому что иначе либо ты будешь все время во фрустрации, вот как с личным брендом, это вот конченый пример в моей жизни. Я с тех пор просто понял, что вот мой личный аккаунт в Инстаграме — это я, там мой сын, вот там, не знаю, мои друзья, и там нет ничего про дизайн вообще, и я даже не хочу там ничего даже запускать и привлекать туда аудиторию. Вот, и очень важно следовать именно такой колее, чтобы работать там, Мне где кажется, тебе комфортно. что это касается вообще всего именно. Вот то же самое, например, многие подглядывают, спрашивают, а как у вас в дизайн-студии работает то-то, то там. И по факту в каждой студии все работает по-своему. Ну, как-то да. Если ты тупо скопируешь, это просто не будет работать именно так же эффективно, так же круто. Это, знаешь, как главный вопрос, вот мы в свое время какой-то небольшой курсик запускали там для своих ребят, и там главный вопрос, когда речь идет там про договор, про, не знаю, воронку продаж, что а что, если у меня украдут клиента там? Ну, Да. знаешь, вот ты помнишь, раньше такая Это детская страх была главный, история, да. страх, что я не могу что-то там делегировать дизайнерам другим, потому что он придет сейчас на обмеры и украдет клиента. Ну, это вообще, во-первых, это очень смешно, а во-вторых, ну, в этом, мне кажется, и главная история, что можно кувшин украсть воды, а колодец не украдешь. Ну, то есть у тебя хоть все регламенты, процессы внутренние заберут, даже если, не дай бог, тебя каким-то образом смогли забрать команду, ну, то есть, это, скорее всего, это к тебе вопрос, почему так случилось, то есть тебя не забрали главное, то есть твое видение, там, стратегию, миссию, то есть что ты во все это вкладываешь. И вот это то, что является клеем и бензином в этой всей системе, потому что, ну, можно как бы создать такой карго-эффект, знаешь, вот когда ты имитируешь деятельность условно, но это не будет так работать 100%. Давайте еще раз. Ну, все, что мы перечислили, по сути, это социальные сети, мне кажется. А можно еще добавлю Давай. тоже тогда? Вот я все-таки вернусь к этому моменту, потому что, опять же, вот я говорю, у меня много друзей из ГСУ, архитекторов и дизайнеров в том числе, потому что архитекторы многие стали дизайнерами, да, потому что, ну, им так стало интересней. Ну, вот Влад тоже, да, с архитектуры. И вот мне все-таки кажется, да, что вот один из способов быть интересным, без разницы на какой площадке, это может быть вплоть до того, что это будет ВК-площадка, там, да, это все-таки создавать что-то вокруг себя, да, то есть становиться самому интересным, там, знаешь, даже, может быть, чуть-чуть странным, там, отлетевшим, я не знаю, то есть... И создавать вот эти концепции, создавать новые, вот этот поиск себя не заканчивать. Потому что очень многие дизайнеры, когда приходят, ну вот у нас HeadHunter, да, там работают, но это очень тяжело найти. Просто Да, все вообще. супер однотипные, какие-то все скучные, и все делают одно и то же. Вот. И прям найти какого-то такого дизайнера, да, в таком каком-то широком понимании смысла, то, что человек, который вот творческий, да, там, креативный, с каждым как будто месяцем, годом все тяжелее. Я, кстати, думаю, что, в какой-то момент в будущем они все-таки будут понимать то, что лучше, удобнее работать там не на себя, там, фрилансить, а все-таки присоединяться в студию, сбиваться в стайки, да, там, и потихонечку создавать что-то. Но это так. И по поводу концепции. Это мне очень нравится этот пример. Есть такая архитектурная компания «Мегабудка». Вы знаете? Что-то знакомое.
Вот, это очень... Я вообще люблю архитектуру, то есть я люблю дизайн интерьера и архитектуру, но дизайн интерьера я с ним повседневно как бы соприкасаюсь и чуть устаю, вот, знаешь, отвлекаюсь на архитектуру, да, то есть это красиво, круто. Вот. И вот Мегабудка создали, всем рекомендую посмотреть, начинающим дизайнерам точно, они создали макет, прототип современного такого русского города, русской архитектуры. И они, потом, знаешь, разложили все по стилистикам, прям вот это сделали, вот это, там разобрали все стилистические решения, которые у нас использовались, и хоп, появился вот этот русский город. Очень крутая концепция, очень интересная. Про нее вот мой друг мне рассказал, архитектор, я посмотрел. Блин, круто, класс. И с того момента мы так периодически, знаешь, когда у нас тусовка или еще что-то, мы такие в поисках современного русского интерьера, да, то есть мы пытаемся как-то его осмыслить, переосмыслить, ищем. Ну, это такое, интересно, знаешь, занятие, чуть разогнать мозги, да, свои. И ребята после этого кейса стали супер успешными. Сейчас там Гутыгина гора, они сделали комплекс, это Подмосковье. Да, это вот Мегабудка делали, там что-то Змей Горыныч у них там. Вот. И вот с этой концепцией они просто так круто залетели, и они стали известными, популярными, все. Они теперь востребованы. И это, по сути, был их первый такой концепт. И это вот пример такого маркетинга. Ну, они не особо там в Ютубе, там, я не видел их, но при этом такой прием маркетинга, где ты делаешь что-то крутое, классно, тебя замечают. Этот Нуриев, да, тоже там что-то создал, что-то сделал, о нем все говорят, может нравится, может не нравится, но тебя замечают. И если быстренько про психотипы клиентов, есть такой психотип, да, клиентов, это гедонисты. Гедонисты любят все такое яркое, необычное, любят привлечь себе внимание, и для гедониста вот все, что сейчас делает там 90%, ну, 8%, я опять же без процентов, да, вот многие делают, такое, знаешь, а-ля там Михаил там Шапошников стайл, да, там очень много этого. Вот, ну, не нужно стесняться, это круто, людям нравится, и, в принципе, это нормальный дизайн. Люди хотят то же самое, только в 5 раз дешевле. Да, это в целом нормальный дизайн, в этом нет ничего, наверное, страшного, но понятно, что определенные психотипы людей, они никогда не купят это, потому что это уже становится неким даже масс-маркетом. Да? То есть это тоже становится скучно, это становится неинтересно. И вот, например, гедонисты как психотипы, они будут покупать что-то самое яркое и интересное, и ты можешь на них выйти, если ты будешь вот создавать какие-то такие новые стилистики. Ну и там есть еще другие психотипы, да, там каждый психотип, это можно прочитать. Давайте подытожим и дадим, может быть, как совет, вот как вы считаете, какие ваши были вот ошибки вот в начале вашей работы, вашей карьеры? Что, вот, может быть, замедлило, чего бы сейчас, зная, да, что сейчас бы вы переделали? Мы про маркетинг говорим или в целом? Да, можно и так, на самом деле. Почему нет? Ну, просто так не перечислить, конечно. За 6 лет ошибок такое количество, и они генерятся ежемесячно. Ну, у нас ошибка то, что мы не делали YouTube. Знаешь, что мы не делали его, я понимаю, что, конечно же, это ошибка, потому что у нас были возможности на самом деле, и мы могли это делать, но вот я не пришел к этому, ну, вот обсудили, наверное, такая одна из ошибок. Вторая ошибка — это то, что мы очень долго приходили от работы компании там наемных фрилансеров, да, то есть где каждый что-то там свое как бы дизайн-видение, да, делает до прихода к дизайн-коду студии, да, там к разработке этого дизайн-кода. Пример один расскажу такой интересный. Вообще так особо не люблю этим делиться, но расскажу. У нас клиенты так чуть удивляются этому. Мы где-то 2 года назад отказались полностью от референсов клиентских. Вот, мы все, не запрашиваем референсы, не приносите нам ничего, вообще неинтересно. Вот, потому что мы сами подбираем. Таким образом очень тоже сильно выросли. Но к этому долго шли. Вот все это предыдущее, это были ошибки в том плане, что и смотрели референсы, знаешь, смотрели клиенту в глаза. Это как, знаешь, дизайнер-карандаш называется. Да? Да. Что это была самая главная ошибка, что не вырабатывали собственный стиль. Когда начали вырабатывать собственный стиль, начало появляться, знаешь, свое «я», да, как у дизайн-студии, то, что вот мы знаем, мы умеем, мы понимаем, как это делать, и клиенту объяснять то, что, ну, вы же пришли к нам, все же доверьтесь, там, да, расслабьтесь и будем работать. Ну, как я понял Влада, на самом деле, как бы главная ошибка — это не совершать ошибок. То есть... Главная ошибка — не совершать ошибок? Да, когда ты ничего не делаешь. Когда ты много делаешь, много совершаешь ошибок, ты очень быстро растешь из-за этого. Ну, это какая-то, мне кажется, это база какая-то просто, на самом деле. То есть я очень жалею, что я не сразу стал работать как студия. Я очень долго работал фрилансером. А почему ты жалеешь об этом? Потому что, когда я объединился с коллегой, мы создали дизайн-студию, наняли людей, мы очень долго боялись, что... У нас уже был сарафан длинный, да. Мы очень боялись, что когда мы объединимся, что там Андрей уведет моих клиентов, все к нему придут. Или что это у вас за формат партнерства такой, где вы этого боялись? Ну, мы этого боялись, мы опасались, да, что он уберет там моих клиентов и так далее, вот. И мы сразу договорились, все пополам, и ничего вообще... Вдруг от меня больше придет, от него меньше, да. Ну, понятно, что это будет несправедливо там и так далее. Вот, и мы думали, что там, ну вот я все время говорю эту фразу, типа 1 + 1 будет 2. Нихера, 1 + 1 у нас получилось 100. То есть у нас пошел настолько взрывной рост. То есть мы друг друга дополнили, обменялись, получили новые и так далее. То есть вот
я очень долго еще боялся, помню, типа, что у меня не было офиса и переговорки, да, мне было очень стыдно приглашать клиентов, там, давайте в кафешке встретимся. Да-да-да. Это очень-очень меня парило, короче. Хотя все равно мы сейчас больше встречаемся с клиентами, все-таки не у нас. Да, очевидно. Вообще сейчас Да. офисы у дизайнеров — это просто для них workspace такой классный. Вот. Но именно работа нашей студии в офисе и дизайнеры, когда варятся вот вместе, они тоже очень сильно растут. Точно. Вот мы об этом не знали очень долго, и мы это поняли только когда это сделали. Вот надо делать, мне кажется. А в партнерстве в бизнесе не должно быть нечетное количество руководителей, но не больше 3. Типа, это такое вот есть поговорка такая, да, то, что нечетное нельзя, 2, а 3 это максимум, то есть 3 тоже нельзя. Вот, но не больше 3. Дизайн-бюро такой совет директоров из 10. Знаешь такие примеры в России? Знаешь, Ну как да, корпорация по созданию дизайна. Мы работаем в этой стилистике, да, там мы в этой. Там, А ты тоже с партнером работаешь? Нет, я работаю без партнера. У меня был такой переходный период с партнером, когда вот он был руководителем как бы дизайн-студии, он был именно дизайнер, он очень крутой дизайнер, архитектор, сейчас мы с ним не работаем, вот, но был переходный период, ну, это просто мой формат, мне тяжело с кем-то, типа, работать, я сам, типа, знаешь, мне как-то так, а ты? Я по тем же причинам тоже работаю сольно. Но вот сейчас бюро 6 лет, и у меня, как у предпринимателя, появляются абсолютно разные интересы, не только связанные с дизайном. Но тут важно еще сказать, вот сегодня весь контекст, который идет лично от меня, я во многом не говорю как дизайнер. То есть я уже несколько лет назад для себя это принял, когда у меня было предприниматель, я либо ремесленник, я предприниматель. То есть вот это важно проговорить. Раньше я представлялся архитектором. Да, у меня есть большая экспертиза во всех этих вопросах, но видение сейчас несколько другое. Вот. И отвечая на этот вопрос, у меня нету партнерства, но следующий виток развития бюро ближайшие, там, например, 3-5 лет, это точно включение младшего партнера. Однозначно. Ну, я тоже с тобой согласен, потому что все равно это же нормальная история. Ну, это уже следующая, наверное, тема маркетинга. Можно там, если вам интересно, да, там напишите следующий подкаст, Да, и мы снова если соберемся. этот подкаст наберет 10 лайков, Напиши слово подкаст. 500 просмотров. То мы его не удалим. Что делать, да. Я не знаю, может быть, попробуем еще какие-то интересные советы дать молодым, типа поколению, потому что я вот говорю, что переживаю за них, что они там, чтобы у них все Я получилось. думаю, что у нас Быть полезным хочется. сегодня хочется быть полезным. уже достаточно информации, но, друзья, если у вас какие-то вопросы, то обязательно пишите. Я думаю, что первую там недельку мы обязательно будем сидеть в комментариях, и на все это, я думаю, что будем стараться отвечать, потому что, ну, я понимаю, что вот мы пишемся уже больше часа, но можно говорить еще бесконечно на эту тему, мне кажется. Вот, поэтому очень будем ждать ваши комментарии, пишите. Спасибо, ребята, было очень интересно, на самом деле. Взаимно. Очень классно А поговорили. знаешь, как можно подвести, да, как маркетинг, типа, кстати, вы можете подписаться, да, там, на наши все эти каналы, да, там, и посмотреть на наш маркетинг, да, там, Да, и написать, да, у кого какой маркетинг, чем он отличается. И мы, считай, подписку словили, да, то есть и внимание, и комменты, так что, ребят, подписывайтесь. И еще там ответим там на 5 вопросов там про маркетинг, если вы нам зададите. И еще квиз, и вы придете на лендос, и мы вас прогреем, Да. и приходите к нам работать. Все, друзья. Да. Обучение, да, еще? До скорой встречи. Пока-пока. Пока-пока. До свидания.